Привет! Сегодня мне бы хотелось поговорить на такую тему, которую я давно хотела вам раскрыть, но как-то все думала над этим. Вчера слушала лекцию, когда психолог, даже не психолог, а психиатр, говорил о русском обществе и о каких-то особенностях русского общества, и упомянула она такую интересную фразу, что, как правило, общество наше, вообще общество цивилизованного мира, оно заражено идеей успеха. Успех выражается в материальном смысле, в каких-то определенных наборах ценных вещей и так далее. И вот когда человек понимает, что он достичь этого не может, он как бы говорит, замещает, ну и не надо. И он начинает маргинализироваться. Он уходит в какое-то неформальное течение, начинает пить, принимать наркотики и просто демонстрирует всем свою другую, абсолютно другую философию жизни. И мне стало любопытно. Я думала, что надо бы вам рассказать какие-то случаи замещения, которые я наблюдала и в отношении себя, и в отношении других людей. Потому что мне кажется, что это невероятно интересно. Это интересно с точки зрения того, что вот ты тот, кто ты есть. Тебе кажется, что ты сам себя создал, а на самом деле, возможно, ты такой благодаря тому, что ты заместил невозможность достичь определенных вещей в жизни. И интересно понимать это, интересно вот так раскрутить, с чего же все началось. И порой приходишь к интересным выводам в своей жизни, и ты понимаешь, что это не ты себя сам сделал, это некая психологическая защита, которая сработала в определенный момент твоей жизни. И ты можешь все изменить, и ты можешь стать действительно самим собой, поняв, откуда растут причины у твоей проблемы, решив ее для себя. Ты в итоге обретаешь свободу, большую свободу, чем то, что дало тебе вот это замещение. О чем хотел сказать психолог, когда говорил о том, что люди уходят в девиантное состояние свое, алкоголизируются, принимают наркотики, ведут какой-то своеобразный образ жизни. Она прежде всего говорила о том, что это путь для возможности самореализоваться. Это действительно помогает человеку самореализовываться. Точно так же, когда человек действительно может достичь каких-то определенных высот, и общество его, в традиционном смысле будет поощрять за это. И как-то несколько месяцев назад мы сидели с подругой, я как раз говорила об этой теме, и я сказала, ты знаешь, у нас просто с ней как бы общее прошлое. То есть мы выходцы из неформального мира, или мы просто были неформалками в подростковом возрасте. И мы в разных тусовках, конечно, были, в разных городах жили, но мы друг друга понимаем. И это некая среда, где ты мог самореализоваться. Я подумала о причинах, почему так произошло. Почему мы, почему не кто-то иной. И я вспомнила такую ситуацию, когда моя родственница когда мне было 18-19 лет, я очень своеобразно одевалась и так далее. И она, увидев меня, сказала, никогда не думала одеть красивые платья, одеть красивые туфли на высоких каблуках, идти по улице, все будут смотреть на тебя. И несмотря на то, что я как бы была
совсем других взглядов на тот момент, как мне казалось, у меня промелькнула такая мысль: но у меня нет на это денег, у меня нет возможности так одеваться и так выглядеть. И я как-то запомнила этот момент, и я поняла вот в той ситуации, что, наверное, это и было замещением. Наверное, это был такой выход для того, чтобы, несмотря ни на что, самореализовываться и чувствовать себя в своей тарелке, потому что, ну, действительно, до этого периода в моей жизни очень часто я сталкивалась с огромной такой депрессивной, с таким депрессивным состоянием, когда ты понимаешь, что ты всего этого хочешь, и ты хочешь так же, как и другие, но у тебя нет возможности этой. У тебя нет материальных возможностей для этого. И я помню прекрасно то время, когда мне было там лет 14, и ты ходишь в одних и тех же штанах весь год, и у тебя они просто стираются, и ты надеваешь там в понедельник их снова и снова и снова, и пока они уже не сотрутся на тебе, у тебя не появлялось новых. То есть и сложно сказать, что вот когда ты вышел из этой среды, тебе очень сложно потом в течение жизни думать, что вообще-то нужно там обновлять гардероб, вообще-то тебе нужны какие-то вещи не просто потому, что это какая-то возможность защиты тела, это может быть какой-то важной частью твоего имиджа и стиля. Какой имидж и стиль, когда ты приучен к тому, что вещь у тебя одна, и ты ее должен беречь, и больше это уже излишек. Естественно, что именно с приходом какого-то неформального течения в моей жизни мне стало легче дышать. Именно в тот момент я ощутила, что это и есть выход, что это некая альтернатива тому материальному миру, с которым я просто не справлялась, в котором я чувствовала себя лузером. Потому что, тяжело. А как реализовываться, если у тебя нет денег? Нет у тебя денег, чтобы выглядеть хорошо, носить красивые платья, и что? Вот. Ты просто проиграешь, а ты хотел побеждать. Вот он, весь ответ. И хотелось бы просто осветить, какие же еще есть замещения, которые я часто замечала в обществе. Например, экономия и разумное потребление. Есть люди, к коему я тоже отношусь в какой-то мере, и относилась очень радикально в прошлом. Мне казалось, что вдруг у меня появилась такая замечательная мысль о том, что нужно потреблять меньше, ходить по магазинам меньше, тратить меньше, все это тщательно перерабатывать. Якобы я, отчасти я и сейчас понимаю, как важно разумно потреблять, но в тот момент я немножко с другого бока подошла к этой идее. Дело в том, что у меня просто не было финансов на тот момент. Вот и вся разгадка. И я попала в такие условия, что, так скажем, я не чувствовала себя по-настоящему женщиной. И я не чувствовала, что я так переживала из-за того, что у меня нет денег, что мне нужно было срочно что-то придумать в своей голове, наверное, чтобы перестать пережевывать вот этот вопрос, который я не могу решить на тот момент.
И вот такая позитивная мысль, а почему бы не сделать нашу жизнь более правильной, более разумной, там, тратить деньги разумно. Почему нет? Теперь я понимаю, откуда ноги растут у этой проблемы. У меня просто не было денег на тот момент. Да, это подтолкнуло меня к каким-то изменениям в жизни позитивным, но тем не менее исходило это все не от хорошей жизни, так скажем. Религиозность, отношение к жизни религиозное. Я знаю такие случаи, когда очень часто люди, которые в течение долгих лет грешили, снимались на где-нибудь в топлес в кино, или убивали людей, или грабили людей, обманывали. В какой-то период своей жизни, испугавшись всего этого, перескочили на религиозные рельсы. И что меня больше всего вымораживает в такой ситуации, так это то, что такие люди стремятся вот в какой-то момент стараются всех поучать. То есть они-то взяли от жизни, получается, все, что могли. Куролесили направо и налево, а потом учат праведных людей о том, как праведно жить. Тупость несусветная, конечно, но понятно, что это замещение некое. То есть замещение от испуга, замещение от многих вещей, от кары какой-то небесной, возможно. Возможно, есть тут еще какое-то отношение к сексу, допустим, к отношениям. Потому что если что-то не складывается, чего-то не хватает, то, наверное, человек так или иначе будет искать ответы на вопросы, и, может быть, он придет к выводу, что это вообще ему не нужно, уйдет в монастырь, а вообще от этого откажется, от какого-то блуда. Отношение к деньгам также. То есть, когда человек боится денег, боится зарабатывать или не может, или не хочет, то в какой-то степени он может начать с религиозной точки зрения смотреть на этот вопрос. Например, следующее, что могу сказать. Иногда я встречала таких в жизни мужчин, не в своих отношениях, а вообще в принципе, которым лет за 40, выглядят они гораздо старше этого возраста, а одеваются они как такие, как подростки. И в голове у них, по сути, никакого жизненного опыта не сохранилось. Они в основном общаются с людьми гораздо на десятки лет младше них и чувствуют себя при этом нормально. То есть как-то более свободно. Но у них есть какое-то оправдание на это. Они считают, что таким образом они поучают младшее поколение, как нужно жить. Они котируются. Они, возможно, уважаемы, возможно, нет. Но, по крайней мере, им не приходится слишком часто отвечать на какие-то вопросы. А где же твое благополучие? А как ты живешь? А вот что будет с тобой дальше и так далее. Им не приходится отвечать на эти вопросы, потому что в голове у тех, с кем они общаются, абсолютно другие идеалы. И да, как правило, эти люди, в силу того, что вообще-то в их возрасте нужно добиваться определенного перечня вещей, как это принято, семья, достаток какой-то определенный, какие-то накопления, работа, они обретают некую другую философию. Они также говорят и о обществе потребления,
очень негативно высказываются и о капитализме, и о системе, и о образе жизни вообще в целом, о системе, ну, как я уже сказала, обо многих вещах, о семье. К семье у них очень пренебрежительное отношение к женщинам, как правило, потому что вот у самих что-то там не задалось, и они начинают это вещать в массы. Еще я заметила, что замещение может быть патриотизм. Когда человек понимает, что в силу определенных обстоятельств, ну, например, финансовых или любых других, или у него есть страх перед изменениями какими-то, он покинуть родину не в состоянии. Если бы у него были финансы, возможно, он этот вопрос бы пересмотрел. Я почему-то в этом очень убеждена. Он замещает это своей какой-то неоправданной любовью к родине. То есть он начинает там ходить на какие-нибудь движения типа нот, еще что-то. Ну, просто закрывает глаза на реальность, и все. И просто любит. Любит ни за что. Славит Путина, славит всех. И не любит тех, кто уезжает, не любит тех, кто, ну, так скажем, симпатизирует каким-то западным идеям. Следующее замещение, как мне кажется, это феминизм. Несмотря на то, что это движение для меня является очень любимым, мне бы хотелось тоже сказать, что да, это общество дает крылья и так далее, это общество дает сил и помогает женщине посмотреть на многие проблемы в ее мире и по-иному оценивать себя не с точки зрения пола, а оценивать себя с точки зрения личности. Она есть или ее нет. На самом деле, если, ну, как правило, почему вообще сталкиваться с этой идеей? Мне кажется, что с такой идеей, как феминизм, сталкиваются в нашем русском обществе женщины, которые попали в какие-то реально абьюзивные отношения, которые пережили на себе, на своей коже, испытали, что значит жить с тираном, что значит попасть в отношения, где была какая-то форма насилия. Или она была в детстве когда-то, или в юности, но что-то произошло плохое. Вот у меня такое ощущение от этого, что был какой-то негатив. Или что реально изначально женщину как-то вот в семье не уважали, не делали каких-то... Короче говоря, женщина пережила не самый хороший опыт, так скажем, это замещение. Но это полезное замещение на самом деле. Это полезно, это важно. Также могу сказать, что смена ориентации также может быть ложной. Есть люди, которые там в 11-12 лет осознают, что они геи и лесбиянки. Они осознают, что их тянет к своему полу. А есть люди, я лично знаю таких людей, иногда вот я встречалась с такими людьми, которые рассказывали мне историю, что вот теперь я люблю свой пол, так скажем, женщин люблю и хотела бы найти свою любовь в виде женщины. И при этом рассказывают мне многочисленные истории, когда они испытывали страсть, любовь, притяжение к партнеру противоположного пола, то есть к разным мужчинам. И что-то там пошло не так, что-то где-то там было насилие, и они решили таким образом сказать: ну и пожалуйста, я не буду копаться, потому что это тяжело. Найти партнера, это ведь это непростой труд. Найти по-настоящему хорошего человека, с которым будет комфортно, который тебя будет устраивать, не нарушать границы, это очень тяжело. И это некая форма ухода от решения этого вопроса, потому что общество очень сильно давит на людей, особенно с определенного возраста, там с 30 лет.
у каждого найдется один и тот же вопрос к тебе. Почему у тебя никого нет? И в конце концов, почему ты сделаешь выбор? Потому что общество тебя подталкивает или потому что ты находишь того самого человека, который тебе нужен? Вот что самое трудное. А когда ты делаешь выбор в сторону гомосексуальности, ты как бы решаешь этот вопрос для себя. Ты как бы делаешь, ты как будто бы делаешь что-то, что становится для тебя комфортным. Но это тоже может быть ошибкой. Но вот такая форма замещения, она тоже встречается в обществе. И изменение... излишняя сексуализированность. Да. Есть девушки, которые в какой-то момент своей жизни приобретают излишнее какое-то вычурное состояние, какое-то излишней сексуализированности себя. То есть они там ходят на какие-то секс-тренинги, они как-то раскрепощаются, приобретают какие-то новые знания там, в сексе и так далее. И выступают за постоянную смену партнеров, постоянное удовольствие, что в какой-то степени быть свободным в отношениях это хорошо, но у меня такое ощущение, что это тоже люди, которые пережили определенные травмы и не хотят больше переживать нечто подобное. Когда у них была сильная связь эмоциональная с партнером, и вдруг по тем или иным причинам им пришлось расстаться, как правило, их бросают. А проще пойти другим путем и просто не заводить каких-то вот таких сильных духовных, душевных отношений, чтобы не переживать этот разрыв так тяжело. Ну и также я могу сказать, большие телевизоры, игры, мультики, виртуальный мир. Это все тоже в какой-то мере как алкоголь или наркотики. Это также замещает вот этот страх и какое-то разочарование в самом себе, потому что ты занят, ты как бы занят, ты занят этим миром, ты погружаешься в этот мир, ты его хорошо знаешь, какой-то виртуальный мир или какой-то мир сериалов, там, игр, кино, ты погружаешься в этот мир, ты там специалист. Это в нашем мире очень сложно разобраться, что есть что. А в мире, где все посчитано, то есть он считанный мир, он может быть большим, но ты все равно можешь собрать его воедино в своей голове. А в настоящем мире все очень непонятно и странно. Именно поэтому это некий способ эскапизма, убежать и заместить в своей голове какие-то цели, связанные с успехом, вот такими занятиями в своей жизни. Я не собираюсь делать сейчас какие-то выводы, я просто рассказала о том, какие, на мой взгляд, есть виды замещений, и мне кажется, что это интересно, как способ изучения себя, может быть, способ изучения своего прошлого и как-то, не знаю, может быть, как-то смоделировать свое будущее, свои цели. Тоже, может быть, это поможет. Вот, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока.